Как князь Владимир стал святым? История его канонизации раскрывает неожиданные противоречия официальной истории крещения Руси. Почитание Владимира Великого начало формироваться после того, как на Киевском престоле утвердился его сын Ярослав Мудрый. Именно в это время митрополит Иларион стал создавать образ Владимира как святого правителя. В своем знаменитом произведении «Слово о законе и благодати» он прославляет Владимира как крестителя Руси и ставит его почти в один ряд с апостолами, подчеркивая его роль в обращении народа к христианству. Ради легитимации новой христианской власти Иларион критикует иудаизм и язычество, но при этом с уважением говорит о предках Владимира, прежде всего о князьях-язычниках Игоре и Святославе, представляя их как достойных правителей. В своем произведении он все еще называет Владимира Каганом. Иларион также подчеркивает, что именно Владимир привел Русь к Богу через крещение, а не Византия, тем самым утверждая духовную самостоятельность Руси. Более того, он сравнивает Владимира с Константином Великим. Однако для официальной канонизации князя требовалось согласие Константинополя. Но в Византии на это смотрели иначе. Греческие историки последовательно подчеркивали роль христианизации Руси Аскольда и Елены. В византийских летописях крещение Владимира практически не упоминается. Это создает напряжение между источниками, и многие историки считают, что именно оно стало одной из причин войны 1043 года, когда русы предприняли неудачный морской поход на Константинополь. Византия отказывала в канонизации Владимира, объясняя это тем, что для святости нужны чудеса. Русские апологеты отрицали их необходимость. Также, учитывая роль Владимира в крещении Руси, удивительно, что его почитание не возникло стихийно среди народа. Летописец жалуется на это, связывая с этим отсутствие чудес. Зато его сыновья Борис и Глеб, вокруг которых быстро сложился местный, а затем общенациональный культ, и Византия признала их святыми без задержек. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Несмотря на это, память о Владимире продолжала укрепляться в русской церковной традиции, постепенно формировался образ благочестивого князя, крестителя народа. Нестор Летописец в повести временных лет намеренно игнорировал ранние христианские контакты Руси, такие как крещение Аскольда или Ольги, чтобы подчеркнуть роль Владимира как главного крестителя. После Нестора повесть временных лет неоднократно редактировалась, еще сильнее акцентируя основную идеологическую линию династии Рюриковичей. К XIII веку, когда влияние Византии ослабло, Владимира на Руси окончательно признали равноапостольным крестителем. В Галицко-Волынской летописи примерно в 1261 году к нему впервые применяется эпитет «святой». В Лаврентьевской летописи упоминание о Невской битве 1240 года указано как совпадающее с днем памяти Владимира, но это признано позднейшим добавлением. К XIV веку все прологи и богослужебные книги того времени уже фиксируют память святого Владимира на 15 июля. По одной из теорий, рост почитания Владимира было связано с усилением Московского княжества после Куликовской битвы 1380 года. В Украине его роль как равноапостольного князя закрепилась только после 1635 года. Тогда раскопки с участием киевского митрополита Петра Могилы объявили о находке мощей Владимира. Его память стали использовать для объединения восточнославянских народов под властью Романовых. Московское государство сформировало в иконографии новый образ Владимира с длинной бородой и в шапке Мономаха, которая на самом деле появилась значительно позже его эпохи и, вероятно, имеет восточное происхождение, в то время как изначально князь изображался иначе. На его собственных монетах он показан без длинной бороды и без царской короны. Рядом с его изображением помещен трезубец, родовой знак династии Рюриковичей. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше и не пропустить новые видео.